Вы на канале «Это вкусно». Сегодня готовим нежнейший чизкейк из творога без выпечки. Я его называю летний торт без хлопот, потому что он готовится из простых и доступных продуктов. Вам не придется ничего печь. Также можно использовать любые сезонные ягоды и фрукты. Получается чизкейк очень вкусным, с хрустящей основой и гладкой кремовой текстурой. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. В первую очередь готовим основу чизкейка. Для этого нужно измельчить печенье. Сделать это можно разными способами. Можно при помощи блендера или руками, вооружившись скалкой, что я сейчас и сделаю. Для прочности положу один в пакет в другой, наполню его печеньем и завяжу. Теперь при помощи скалки измельчу его. При желании можете разнообразить вкус и текстуру основы, добавив шоколадное или ореховое печенье. У меня осталось немного более крупных кусочков, но так даже хорошо. Высыпаю песочную массу в кастрюлю, растапливаю в микроволновке сливочное масло и заливаю им печенье. Теперь нужно все хорошо перемешать. После этого попробуйте слепить массу руками, она не должна рассыпаться. Вот так. Теперь возьму разъемную форму диаметром 24 см и застелю дно пергаментом. Очень удобно при приготовлении таких чизкейков использовать бортовую ленту. Тогда края получаются гладкими, а сам чизкейк без труда можно вытащить из формы. Отрезаю нужную мне длину и закрепляю. Выкладываю песочную основу. Теперь ее нужно хорошо утрамбовать. Это можно сделать обычным стаканом с ровным дном. Мне удобно это сделать при помощи деревянной толкушки. Основа готова. Отправляю ее в холодильник часа на 2, чтобы она хорошо застыла. У меня на канале есть еще рецепт сметанного чизкейка без выпечки с персиками. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Заливаю желатин холодной водой в соотношении 1 к 6 и отставляю в сторонку до набухания. Выкладываю творог и мягкое сливочное масло в кастрюлю. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Добавляю к нему сахар, ванилин или ванильный сахар и сметану. Творог и сметана должны быть комнатной температуры. Пробиваю все погружным блендером. В данном случае с его помощью можно без труда взбить творожную массу до однородности. И в готовом десерте никаких крупинок творога не будет, а получится идеальная гладкая масса. Начинка для чизкейка практически готова. Вот такой воздушной и однородной она получилась. Осталось добавить желатин. Он уже набух. Теперь нужно его растопить короткими импульсами в микроволновке на небольшой мощности. Включаете микроволновку секунд на 10, затем выключаете и перемешиваете желатин. При необходимости все повторяете. Главное, не перегрейте желатин, он потеряет свои свойства. Добавляю растопленный желатин в творожную массу и продолжаю взбивать, чтобы желатин полностью распределился. Вот такая масса получается в итоге. Основа у меня уже застыла. Выкладываю сверху творожную начинку и распределяю ее. Не обязательно делать поверхность чизкейка идеально гладкой, потому что сверху я буду украшать ягодами.
Готовый чизкейк убираю в холодильник до полного застывания, минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. Чтобы убедиться, что чизкейк застыл, дотроньтесь до поверхности пальчиком. Если не липнет, значит готов. У меня на канале есть рецепты приготовления тарталеток с различными начинками на любой вкус. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Так как я использовала ацетатную пленку, то мне не нужно прогревать бока формы, чтобы достать чизкейк. Я просто раскрою форму и сниму пленку. Вот так просто. Украшать я буду смородиной и малиной. Как и все чизкейки, разрезать десерт нужно сухим горячим ножом. Нежный, воздушный и в меру сладкий чизкейк – это отличный десерт для летнего дня. Итак, для чизкейка диаметром 24 см мне понадобилось для основы 250 граммов песочного печенья, 130 граммов сливочного масла, для начинки 900 граммов творога, 200 граммов сметаны, 200 граммов сахара, 50 граммов сливочного масла, 15 граммов желатина, 10 граммов ванильного сахара и для украшения малина, смородина и мята. И вот такая вкуснятина у меня сегодня получилась. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты десертов без выпечки смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!